Вы что больше любите? Скажите прямо. Ну, там, не знаю, картошка, свинина, курятина, гамбургер. Что вы едите? Или колбасу? Вот я вам скажу, что я люблю больше всего. Больше всего я люблю баранину. Мясо от этого благородного, покорного человеку животного мне по душе больше всего. В мясе есть разные части. И каждую часть хороший повар должен знать, как использовать. Куда использовать задок, куда использовать эту голяшку, куда использовать эту грудинку. Грудинка лучше всего подходит на шурпу. Но шурпу мы сегодня с вами не будем готовить, поэтому я ее прямо сейчас и отсеку. А мы с вами сегодня будем готовить бараний бок, нафаршированный пловом. Впервые на нашем канале. Вот это грудинка, чуть-чуть пошиная. Это все на шурпу, идеально. Ребрышки, вот здесь корейка, седло барашка. Это все замечательно подойдет для шашлыка. У нас сегодня долгое запекание, и поэтому неважно, какую часть барана вы взяли. Эта часть барана конструктивно так устроена, что прямо просится, чтобы ее нафаршировали. Посмотрите, как я это буду делать. Надо взять очень острый нож и наклонить его в сторону ребер. Прорезаем вот здесь карман. Нам вот эту часть, слои жира и мяса, ни в коем случае нельзя проткнуть. Ну что ж такое будет, если это будет проткнуто? Мы же фаршируем. А вот здесь проходит, пожалуй, что самое лучшее мясо в баране. И когда готовишь барана целиком, либо даже вот частями, именно сюда, к этой мышце, соль и не поступает. И это очень плохо. Поэтому мы разрезаем вот эту вот мышцу, драгоценную мышцу, мы не трогаем. Пусть она останется вот целенькая, но мы ее обнажаем. Для чего? Для того, чтобы можно было ее как следует просолить наконец. И она получится гораздо вкуснее. Видите, какой карман получился? Супер карман. Да сюда килограмм чего угодно поместится. Можно положить практически готовый плов. Самое главное охладить его. Можно положить какие-то овощи. Но овощи желательно обжарить, потушить. Может приготовить из них какое-то сате. Но самое главное, мы начиним. А дальше как? Вот это все как закрывать? Ну, можно, конечно, взять бечевку, да обвязать. Это не элегантный способ. Я вам покажу способ гораздо лучше. Посмотрите. Вот берем эти ребрышки, да? Растягиваем их, натягиваем буквально. Берем острый нож и поехали. Я оттягиваю и прохожу по краю ребра на одинаковое примерно расстояние. Вот эти вот ленточки мяса можно, конечно, обрезать и совсем убрать. Ну а куда вы их потом денете? Я думаю, допустим, здесь висят на месте. Они же приготовятся вместе с остальным мясом, вместе с пловом. И чего бы их потом не съесть? Видите, вот эти вот ребрышки. А здесь, напротив них, довольно плотная ткань. И если в этой ткани прорезать небольшие отверстия, как под пуговицы на рубашке, то можно будет на эти ребрышки и застегнуть. Понимаете, вот сюда плов, либо что-то другое. А вот этим застегиваем. Запомните одно простое правило. Если мясо холодное, то и начинка должна быть холодная. И надо думать, успеет ли приготовиться начинка вместе с мясом. По сути дела, мясо слишком сильно не нагреется. Вот, например, если засыпать сюда сырой рис и сырую морковку, лук там и так далее, все, что полагается в плов, то плова здесь не образуется, не получится. Ему будет недостаточно температуры, недостаточно влаги. Поэтому я беру уже готовый плов. И этот плов, разумеется, тоже должен быть холодным. И вот холодным готовым пловом, без мяса, мяса у нас здесь вот сколько, я начиняю наш бараний бок. Но прежде чем начинять бараний бок, что надо сделать? Что надо сделать, я вас спрашиваю? Посолить. Потому что снаружи-то вы посолите всегда. А вот изнутри, особенно вот эту мышцу, на которую я обращал ваше внимание, уже никогда. Если не посолите заранее, потом будет мясо отдельно, соль отдельно. Не слушайте всяких умников, слушайте меня. Я Сталик Хантишиев, я вас плохому не научу. На мясо надо добавить, ну хотя бы немного черного перца. Ну что, поехали плов закладывать.
застегиваем. Казалось бы, можно поставить и запекать. Подождите. То, чем мы закрыли плов, вот эта слоенка из мяса, пленок, какого-то жира, содержит довольно много соединительной ткани. И если запекать прямо сейчас, она высохнет, но так и не станет мягкой, так и не станет нежной. Однако, эти соединительные ткани в присутствии влаги, если влага воздействует на них примерно 70-90 минут, разбухают и спускает из себя очень ароматный белок коллаген, который одновременно придает липкость и клейкость холодцам, крепким бульонам и одновременно придает продукту аромат, вот этот аромат тушеного мяса. Я сейчас убираю барашка в сторонку, пусть постоит вот здесь, а мы займемся той формой, в которой будем его запекать. Давайте смажем ее маслом. Чтобы мясо не лежало непосредственно на дне и не прилипло к горячему противню, давайте выложим его какими-то овощами. Ну, тем, что подходит. Вот лук и морковь универсальные, они всегда подходят. Поэтому возьмем морковь, порежем ее достаточно толстыми ломтиками. Ребята, нет продуктов, которые вкусные не солеными. Даже яблоко, если его посолить, становится вкуснее. Поэтому лук, морковь тоже должны быть в результате солеными. Немножко присолили саму форму. И вот на эту форму раскладываем лук, морковь, пока не заполнится. Когда мы уложим бараний бок сюда, с него сок потечет. В мясе сока знаете сколько? Будет половина этой гастроемкости. Но инициировать, чтобы это парообразование, чтобы начало готовиться на пару, надо налить вот совсем немного воды. Ну, буквально стакан. Видите, даже и лук, и морковка не покрыты. Мы сюда положим черный перец горошком и несколько лавровых листиков. Вот только что объяснял, но уверен, что многие из вас уже забыли. Бараний бок укладываем сначала вот этой верхней стороной вниз, к пару, к источнику пара. Вот эта часть у нас должна как следует пропариться. И теперь совершенно понятно, если это должно все пропариваться, то надо это накрыть, ну скажем, куском фольги. Так уж получилось, бок несколько длиннее формы, поэтому ножка торчит. Но не беда, ее вот это мясо следует укрыть, чтобы оно не приготовилось раньше времени. Пускай попарится здесь, под фольгой. Если фольга тонкая, то можно накрыть и вторым слоем фольги. Я пока надеюсь, что у меня и один слой выдержит. Но имейте в виду, каждый слой фольги уменьшает действующую температуру печи на 14-15 градусов. То есть вот я сейчас поставлю в печи 160 градусов на 2 часа. И это будет равноценно тому, что если бы я поставил в открытом виде на 145 градусов на эти же самые 2 часа. Плюс у меня форма керамическая. Через нее тепло тоже медленно проходит. Если у вас металлическая форма, значит может сократить, скажем, до 1,5 часов. А если вы возьмете 2 или 3 слоя фольги, значит температуру надо взять там не 160, а 175 градусов, 185 градусов. Вы первый этап готовности почувствуете по запаху. На весь дом запахнет вкусным мясом. Где это можно запекать? В любом гриле, в любой печи, хотите травяная, хотите обыкновенная газовая духовка. Вот я, например, просто в газовой, ну, правда, очень хорошей духовке буду запекать. Неважно, чем, при помощи какой энергии вы греете снаружи. Важно, сколько этой тепловой энергии получит мясо и за какой период времени. Вы понимаете меня? Откройте учебники физики, полистайте, почитайте. Там было столько много полезного для вас написано. 2 часа простояло. Вот температура была у меня 160 градусов, и, может быть, стоило бы сделать поменьше. Потому что, видите, уже кое-где зарумянилось, а у меня по плану было, чтобы зарумянилось несколько позднее. Потом, вот здесь самое главное место, самое сладкое место, пока что беленькое. И оно пока что, если и приправлено, то только лавровым листом да перцем горошком. Скучно для баранины. Мне бы хотелось придать этому блюду восточные,
может быть даже кавказский колорит. Вот при помощи аджики, либо при помощи маринада для шашлыка. Оба продукта Махеев. Оба продукта, в принципе, являются уже готовыми. Если у вас какие-то другие вкусные соусы, подходящие под такое дело, чтобы они и цвет не испортили, чтобы они и вкус придали продукту такой, какой надо, используйте, ради бога. Но вот я выбрал Махеев, и сейчас посмотрим, как это получится по вкусу. Теперь послушайте, вот даже если бы ничем не мазали, а поставили бы в духовку, сейчас мясо зарумянится очень быстро, буквально минут за 10-15. Но совместно со всей этой смазкой, маринадом, аджикой, должно зарумяниться, я думаю, минут за 15, и не просто зарумяниться, а превратиться в такую сухую, аппетитную, хрустящую корочку, под которой нас ждет роскошное мясо и плов. Ну, что я вам говорил? Красота! Осталось только переложить на большое блюдо, разрезать и подать. Но вот переложить — это, знаете, такая непростая задача. Мясо внутри очень нежное. Все может рухнуть, развалиться прямо сейчас. А теперь нам необходимо проголосовать. Режем по одному ребру на человека или по два. Я голосую за 2 ребрышка. Вы посмотрите, и это мясо только тронешь ножом, и оно и разваливается. А кому вот этот сладкий кусочек, который просто берет и отпадает от косточки? Вы посмотрите на него, полюбуйтесь. Который просто берет и отпадает от косточки. Вы посмотрите на него, полюбуйтесь. Вот мне все пишут, спрашивают: Сталик, где ваш ресторан? Когда вы откроете ресторан, где можно отведать такие блюда? А я не могу открыть ресторан, потому что я не знаю, за сколько можно продавать вот такую еду. Потому что такую еду, я считаю, можно готовить только для друзей, только для родных. И подавать им с пожеланием приятного аппетита.